Это продолжение лучшей игры для Xbox в 2014 году по версии Golden Joy Stick. И как и в первой части, нашего таинственного зверя ждет новое приключение по поиску нашего нового друга совы. Приключение состоится все в том же лесу, но с новыми локациями, необыкновенно красивым двухмерном мире. Рисовка данной игры очень хорошо передает атмосферу локаций, как и ее саундтрек. Очень приятный на слух и уже только поэтому можно влюбиться в данную игру. Имеются, конечно, только небольшие проблемы с оптимизацией, но я со своей GTX 1660 Super не испытываю каких-либо проблем. Погодные условия, закаты и восходы выглядят великолепно, как и весь мир. И самое главное, что данный мир выглядит очень красочным и живым. И игра понравится не только детям, но и любителям платформеров и аркад, а также любителям интересных историй, но понажимать кнопки все-таки вам придется. Начало истории немного грустное. Сова, увидя птиц, захотела взмыть далеко в небо, но ее больное крыло мешает этому, и наш друг Ори нашел перо, которое помогло нашему другу наконец-то взлететь. И наши друзья отправляются в далекий и опасный путь, в котором может случиться все что угодно. Какие опасности поджидают их, через что им придется пройти вместе и по отдельности. И теперь, играя за Ори, вам необходимо отыскать вашего друга, с которым вы сблизились. Некоторые существа вам помогут в этом, некоторые будут враждебны, но с течением времени вы будете обретать все новые способности и осколки, которые помогут вам в преодолении различных препятствий. Лазание по стенам, собирание сферы энергии и жизни, дальнобойное орудие, такое как турель или лук, пассивные по типу улучшения урона или уменьшения его по вам. На вашем пути будут разные существа, такие как эти милые обезьянки и более экзотичные. Они дадут вам подсказки, создадут вам карту или дадут побочное задание, которое можно выполнять или не выполнять. И они дают за это все-таки награду. Также существует система проходов с каменными ключами. Если вы найдете два ключа и пройдете дальше, и еще. Не забывайте использовать карту, чтобы не запутаться в этом огромном мире. Иногда вы встретите боссов, таких как этот волчара. Он намного больше нас, и потому мы бежим от него. Но немного погодя, мы от него отобьемся. И в будущем нам придется сразиться с ним. И вы должны быть к этому готовы обязательно. Сила огня помогает нам в борьбе с этим чудовищем. Как и с пещерным людям помогал огонь в борьбе с саблезубыми тиграми. Иногда вам встретятся головоломки по передвижению предметов и их активации, и исцеляющие колодцы, которые восстановят энергию и здоровье, но не только ваши, а и ваших врагов, хоть это прямо и не указано. И тогда, когда вы уже безнадежно отчаялись найти выход из ситуации, вам повезет, и вы догадаетесь, что делать, и это вызовет у вас выброс гормонов счастья. Ведь игры создавались именно для этого, чтобы вы наслаждались игрой, а не потели в ней, как в Доте, CS или другой сетевой игре. В недостатке сфер здоровья вы точно не будете нуждаться, они висят на каждом шагу. Не потеряйтесь, они зеленого цвета. Вдобавок к этому, что я описал, существуют деревья, при поглощении света которых на клавишу левой кнопки мыши, хоть и пишет английскую «Е», появляется новое умение и оружие. И иногда на них тратится энергия синего цвета, которая находится в нижней части экрана. Восстановление здоровья и всякие разные полезные навыки,
который можно назначить на клавишу Q на клавиатуре. Существуют персонажи, улучшающие за местную валюту энергию оранжевого цвета в правом нижнем углу. В правом верхнем углу, то есть. Вам пассивные не очень умения, и с каждой новой покупкой все становится дороже в несколько раз. Выбирайте с умом, ведь следующее улучшение может быть ой как не скоро. Визуальные эффекты, как я уже говорил, на высоком уровне. Мир красочен. Каких-либо багов я не заметил, лишь изредка просадки FPS, но здесь даже 60 кадров не нужно, ведь это все-таки платформер. Главное немного думать, как и что делать, а не бездумно тыкать на кнопки. Наш дух все-таки не бессмертен, потому и шипы, и разные жуки, и прихвостни нас могут быстро убить. Вы даже глазом не успеете моргнуть. Лазайте по стенам, прыгайте, убивайте врагов, решайте головоломки. Также наслаждайтесь красивым миром, что бывает редко. Ведь многие разработчики любят его просто копировать. Копировать этот бездушный реальный мир. Но фантастичный мир живет глубоко у меня в душе. И те, кто играл в прошлую часть, еще больше погрузятся в данный мир. Я играл в прошлую часть на ПК пару лет назад, и мне она зашла. Если вы хотите отдохнуть, за парочкой чашек кофе или чая, расслабиться от проблем и насладиться геймплеем игры, добро пожаловать в историю Ори и Завет Обрывков. Обязательно нажми кнопку подписаться под этим видео, чтобы не пропустить новые обзоры игр. Поставь лайк, чтобы поблагодарить меня за труд. Нажми колокольчик, чтобы не пропустить уведомления с моего канала. Пока!